Скорее всего, многие уже из вас знают историю о медведе Войтеке, который сражался наравне с людьми во Второй мировой войне, помогая как можно быстрее закончить этот ужас. И многие из вас уже знают, что его можно сделать генералом и получить за это даже ачивку. Но немногие знают, что его можно сделать даже государем польским, приведя к власти и получая от него нехилый баф. Именно поэтому сегодня мы это и совершим. Присаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Для того, чтобы привести медведя, нам в самом начале нужно привести табуретку. Вы спросите зачем, а я вам отвечу. Для баланса вселенной. Да иди ты нахуй со своим балансом вселенной! Теперь мы начинаем жесткую индустриализацию, ведь промышленность нам очень сильно пригодится. Ну а пока мы ее проводили, к нам пришла Анастасия Романова и заняла пост правителя страны. Далее мы начинаем проводить огромную мобилизацию и переход всей нашей экономики на военный лад. Наша задача наклепать как минимум 800 тысяч человек на полях сражения. А пока мы это делаем, мы можем мирно съесть Литву и не очень мирно Латвию. Потом, после того, как я чуть-чуть побычил на Балканы, а также не отдал Германии мемель, мы начинаем операцию против Советского Союза. Так как я играл на нон-хисте, в России была гражданка, и в итоге пришли марксисты. И так как они еще не успели восстановиться, мы начали польский блицкриг и очень даже хорошо пробивались. Правда, потом была высадка под Ригу, которая сильно остановила нашу атаку, но ничего страшного, мы ее тоже закрыли. Наша атака продолжалась. Задача не победить Советский Союз, а как можно сильнее его истощить и приблизить к капитуляции, но не побеждать полностью. Далее я вам поясню зачем. И на самом деле Советский Союз был реально какой-то легкий после гражданской войны. Ведь я даже без использования авиации спокойно его пробивал, делал котлы и шел дальше. Ну а сейчас, когда я открыл фронт с Ираном, давайте просто так об него поубиваемся, затем включим голову, нормально проатакуем и победим его. А нужно это нам за тем, чтобы как можно быстрее сделать Войтека генералом. Ну а что же делать дальше? Вот Советский Союз уже на грани капитуляции, у него почти не осталось промышленности и армии. Иран мы захватили. Теперь наша главная задача образовать Междуморье и получить общую границу с Италией, дабы начать экспансию до Рима. Ну, на самом деле это не так уж и сложно, ведь нам очень сильно подсобила Югославия, за что ей огромный респект. Хотя была все-таки одна проблема, это с Эстонией, которая в каком-то там НН-альянсе. Но мы ее тоже дожали, хоть она и напала в крысу. И вот мы уже почти полностью привели Войтека к власти. А если точнее, то он у нас уже генерал. Высветился ивентик, и мы его назначили. Ну и теперь остается самое главное, это взять и полностью дожать Советский Союз. Поэтому мы берем и смело начинаем атаковать. И в принципе вот ивентик, где нам сообщают, что оказывается Анастасия Романова не настоящая Романова. И как бы всем уже видимо все равно, что она так много сделала для Польши. И поэтому мы берем и ставим Войтека у власти. Ну а далее Войтек полностью покоряет Италию, Советский Союз и Эстонию. Эта партия выдалась довольно-таки интересно, мне понравилось, да и вообще весь путь Войтека он очень интересен. Как и сам Войтек, дающий прикольные бафы. Думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо за просмотр, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Вы мне так очень сильно поможете. Всем удачи и всем пока.